Йо, друзья, меня зовут Андрей, вы на канале Гусаров. Сегодня мы смотрим демку игры Deep Pixel Melancholy. Это визуальная новелла о дне сурка от российских разработчиков. Про какую-то вот зиму. Давайте посмотрим и узнаем, что это. Мне снится, что я буря, держащая город в снежном плену. Скипать надо. Обычно сон для меня похож на черное одеяло, накрывающее разум. Но сегодня я застилаю собой небо. Я бьюсь в окно. Я рассыпаюсь и оседаю на ледяном стекле. Так не хочу расставаться с этим ощущением полета. И начинать еще один день моей застрявшей в снегах жизни. Ну не знаю, какая классная погода, когда снег идет, ветра нет. И вот сделано сколько там? 4 человека, 5. Когда снега нет. Так, долгая ночь. Первая глава. Пора вставать. Встаем. Встали в 7. Сами что ли встали? Очередное утро, и я снова просыпаюсь уставшим. Иду на рекорд. Сегодня среда, нужно собираться на работу, но вместо этого я переворачиваюсь на другой бок и сжимаюсь под колючим пледом. Часы издевательски застыли на минуту до звонка. Они всегда со мной так. Последние минуты сам тянется мучительно долго. И звонок раздается в самый неожиданный момент. Уже подумал отдать их в НИИ, тянет на аномалию, а это по части бункерских умников. Ну, они просто или просто выкину. Я встаю с пледом на плечах и хлопаю по кнопке будильника. Раньше казалось хорошей идеей вставать, оставлять часы подольше, будто бы лишние телодвижения меня взбодрят. Но едва наступает тишина, ноги теряют твердость, я пошатываюсь, целясь упасть обратно в еще теплую постель. От внезапного порыва ветра сердце пропускает один удар. Ебучая буря. Надо закрыть форточку, пока в комнате не налетело много снега. Закрываем. Так, один из немногих выживших цветов в доме. Снаружи лютый дубак, да и в комнате тоже. Только здесь светит солнце. Ладно, это потом разберемся. Я выталкиваю наружу ветер и сразу грею руки об батарею. Паршивая погода, если бы мог, проспал бы до конца зимы. Если зима вообще когда-нибудь закончится. Город накрыт полярной ночью, солнце не показывалось уже 1,5 месяца, его погребла под собой буря. Иногда кажется, скоро она погребет и сам город, а это исчезновение никто не заметит. Чем больше об этом думаю, тем сильнее хочется принять горячий душ. Заранее чувствую, как будто больно глазам, но нужно включить свет. Рука привычно тянется к выключателю над креслом. Вот здесь, да. Давайте пока разберемся. Есть какой-то дневник. А, это история, типа задание. Как выйти отсюда? Я шаркаю в сторону ванной навстречу утренней рутине. Душ, чистка зубов, на завтрак печенье и чай под сериал. Мой быт похож на заевшую видеокассету. Ничего не меняется с тех пор, как я начал работать. Так, есть газета. Чехословацкая от мифического деда. Сам я не играю и выкину жалко. Время остановилось. Никак руки не доходят поменять батарейки. Банально, но это мой любимый сериал. Это «Друзья». Собирают пыль уже который год. Так и картина. Почти все люди здесь даже не моя семья, но других фотографий не осталось. А где ты? Ты, наверное, вот этот, который сзади всех. Самый молодой. Наверное. После универа мне попадались разные халтуры, но сейчас я перекладываю бумажки в офисе. Люди вроде меня тоже нужны, как оказывается, особенно в НИИ. Там каждый день скапливается гора документов. Время поджимает, я ныряю в термобелье, поверх одеваю форму офисного... Извините. Офисного планктона. Каменный воротник рубашки неприятно трет кожу. Главное следствие с моей семьи кухонный сервис. Ну это у всех так. Надо подклеить обои, пока
пока в них кто-нибудь не завелся. Если как следует повернуть язык, мой образ даже можно назвать деловым. Осталось взять куртку. Я застываю, глядя на дверь. Хочу развернуться и провести остаток дня за компом. За ночь как раз скачался новый сериал. Вот бы за просмотр еще и платили. Ладно, нужно собираться и просто... Что такое-то? Вроде уже выздоровел. Но все равно. Так, открыть дверь. Ящики не открываются. Кажется, хочется себя подбодрить, что дальше будет легче, но нет. День только начинается. Мне повезло с подъездом, депрессивно-синим явно выигрывает у больнично-зеленого или грязно-свекольного. Еще бы коммунальщики обновили краску чаще, чем раз в поколение. Из моего ящика торчит гора бумажек, кажется, стоит проверить почту. Так это растение всегда выглядело ужасно, его словно изуродовали по ГОСТу. Так, у нас 12-я квартира. Так, среди этого мусора есть платежки, их надо забрать. Хотя с удовольствием бы выкинул их ящик целиком. Жаль, что жаль, это не решит проблемы. За неуплату долга по жилищным коммунальным услугам вам будет перекрыт доступ к чему-то. Тут перечислено все, кроме холодной воды и отопления. Что делать? Выкинуть? Не выкидывать? Подожди. Ладно, не выкидываю. Мужики с радиорынка выглядят не так. Это слишком молодой, счастливый. Который мы выкинуть. Так, теплица на крайнем севере. Вещи, правда, полезные, но не для меня. Выкидываем. Сколько же мусора меня напихали? Кресло. Выкидываем. С каждой платежкой деньги меньше, а цены растут. Оставляем. Счета. Хорошо, оставляем. Мои нынешние работодатели, старая реклама, больше они не набирают людей. Выкидываем. Еще счета. А это вообще что? Повторное изучение грозятся отключить большую часть ЖКУ уже завтра. Мне не нравятся слишком счастливые люди. Выкидываем. Без электричества и газа я не смогу готовить еду, а без горячей воды пропадает смысл жить. Денег не хватает хреново, совсем хреново. Надо что-то придумать. Только ни одной светлой мысли в голову не лезет. Лишь бы не заболеть. И до зарплаты надо поумерить свои хотелки. Толпа набирается в переполненный троллейбус, хотя сразу за ним стоит почти пустой. Я перепрыгиваю снежную гору и цепляюсь за поручень. Повсюду одинаковые дома, машины, люди, словно их много раз копировали и вставили. Любимое место у окна оказывается свободным. Голова сама прислоняется к холодному стеклу, может ненадолго расслабиться. В городе все гудит, трещит, звенит и надрывается. Улицы завалены снегом, фонари освещают узкие тротуары с редкими прохожими. Новогодние украшения на днях убрали, а зря. Гирлянды добавляли уюта. В детстве я радовался зиме, а сейчас мечтаю, чтобы она никогда не наступала. Лишь только уехать на море. Лучше только уехать на море, куда-нибудь, где люди не слышали о холоде. Хотя скорее вечная мерзлота растает, чем я на это накоплю. Как назло, пока я думаю об отпуске, сзади подкрадываются новые проблемы. Билет. Молодой человек, слышите? Проезд оплачиваем. Давайте заплатим, чё нет-то? Вот остановка, не проспите. Так, мне дали билет. 9, 4 плюс 6, 19, 7 плюс 6, 9, тоже 19. Хотя где-то я бы вытянул счастливый билет. Это вот про вот эти 6 цифр. Самый короткий разговор в моей жизни. Тучная женщина проходит дальше, мгновенно про меня забыв. Редко встречи с приветливым кондуктором бывают такие, от которых тяжелые будни быстро черствеет. Быть добреньким вообще убыточно. Это как вторая работа, требующая кучи сил, и все за бесплатно. Такого никому не надо. Остаток пути я смотрю в окно и теперь думаю не о море, а о деньгах. Их стало еще меньше. А сколько у меня денег? Где-то есть? Где-то написано? Так,
Так, ну не здесь. У меня нет никакого инвентаря, чтобы я мог следить за деньгами. Так, немного, но все-таки из таких мелочей складывается мое и такое, но невеликое состояние. Быть правильным тоже убыточным. Приехали НИИ природных явлений. Ступеньки, посыпающие шлаками, чтобы не скользили. За это, правда, спасибо. Летом здесь приятно обедать. Несмотря на название, погода они не управляют. Снаружи здание напоминает огромную батарею. Как сказано в рекламном буклете, ученые здесь проводят изысканные, связанные с метеорологией, климатологией и изучением погодных аномалий. Так это что? Научно-исследовательский институт природных явлений при крайнем северном специализированном центре. Повесили бы тут еще алфавит, чего уж. Хорошо. Пустая фраза, с которой мало что ясно. По факту они просто следят за погодой. Каждый день через меня проходит горы документов, и по ним создается впечатление, что это самая заурядная контора на свете. Но каждый раз, заходя внутрь, я не могу отделаться от мысли, что именно здесь начинается зомби-апокалипсис, ну или что-нибудь подобное. Кто-то озаботился, чтобы повсюду стояли растения, они немного же оживляют выцвевший вестибюль. Проклятая ступенька, все об нее спотыкаются. Лифт едет только вниз. Наверняка продукция чего-то известного. Старший научный персонал ни разу никого из них не видел. Ну вот они где-то там внизу. Погодные исследования мне туда. Я работаю в отделе делопроизводства. Так, слишком тихо. Говорят, институт нашпигован чувствительными оборудованием, поэтому здесь такая звукоизоляция. Тишина давит, чувствую себя как в бункере. Часть комплекса действительно зарыта под землю. Допуск куда имеют только умники в белых халатах и охрана. Ну вот эти вот. Антон рассказывал, что некоторые ученые не выходят на поверхность годами и получают баснословные деньги за секретные разработки. Все это байки, конечно, но без них было бы слишком скучно. Так, я уже что-то подустал. И у меня горло болит, хочется кашлять. А мы только начали читать. Я оглядываюсь вокруг, пора переобуваться. Возле моего стола прохлаждается Антон и Валентин. Это вот эти, да, двое. Так, газета «Северный вестник». Цена 4. Чтобы это не значило, долгая ночь. Ученые изучают аномалии мирового масштаба. Среда 14 января. Прогноз погоды на 18 странице. Давай. Что за бред? За 70 лет человек проживает 3640 недель. Зашибенно. За них он проводит на работе всего 2000 недели. Мы можем больше. Так, от Антона удушающий несет одеколоном, запах грубый, будто вдыхаешь бензин. Валентин, как всегда... О, подожди, что такое? Лучше бы вся эта бумага оставалась деревом. Ничего больше нет, вроде нет. Валентин, как всегда, ничем не выделяется, разве что галстуком. Он просто Валентин. Не то чтобы мы друзья, но в нашем общении есть некая ритуальность. Все ее придерживаются, чтобы не умереть от скуки. Что касается офиса, не знаю, как там в столицах, но по нашим меркам здесь роскошно. Перегородки между столами я видел только в кино. Жаль, платят не так же хреново, как и везде. Или экономят именно на отделе делопроизводства. До сих пор не понимаю, в чем наш смысл, мы просто сходим с ума от бумажной рутины. Я плетусь к своему столу, на котором уже возвышается башня из свежих документов. За сегодня я должен ее разобрать. Здорово, как ощущение от конца света? Чего? Если ты про коммуналку? Стоп, как ты вообще узнал? Я ему о судьбе мира, а у меня о коммуналке. Прости, дружище, у нас планета сломалась. Да не дави ты на парня, он еще не осознал масштаб трагедии. Но скоро все поймут, что конец близок. Сбросьте с себя одежду и пойдут танцевать голыми на столах. Это вам долгая ночь так по мозгам ударила? Не каждый день солнце пропадает. Сам-то что думаешь? По-моему, раздули новость из ничего.
Но полярная ночь должна была закончиться вчера, а она еще идет. Еще и бурю сумасшедшую обещают. Наверное, этому есть объяснение помимо конца света. Какой-то Егор слишком спокойный, может быть, что-то скрывает. А что, теория? Вдруг он вообще шаман и сам бурю вызвал? Да прям, управляя погодой, больше всех пострадали бы сотрудники ЖЭКа. Наконец-то вы выдавили из тебя хоть одну шутку. И день сразу заиграл новыми красками. Ладно, парни, смех смехом, а начальство наше и правда переполошилось. Говорят, датчики в ней зашкаливают, из-за этого устроили срочное собрание. Завтра окажется, что всему виной выброс из завода, оставлю пиво. Кстати, о пиве. Приглашаю вас завтра в бар. Наткнулся. Тут на один интересный, называется «Дверь». Круто ты меняешь тему. С чего такой праздник жизни? Завтра же четверг. Именно мы поступим как настоящие англичане. У них принято крутить по четвергам, чтобы похмелье съедало пятницу вместе с субботой. Ты уверен, что в Англии так принято? Абсолютно. У меня друг там живет, рассказывал, что они даже не обедают без пинты пива, а выходные все равно как огурчики. Мне дважды предлагать не надо, я согласен. Я пас. Сегодня пришла куча отчетов, куча счетов за квартиру. Ага, не отлынивай, я тебе пивом угощу. Надо как следует гульнуть, чтобы разогнать эту долгую ночь. Ладно, погнали. Умеешь что говорить, Антон. Жаль, нельзя отправиться в бар прямо сейчас. Принимаю ответ за 100% да. Молодец, Его. Ну, пора за работу, коллеги, пока начальство не узнало, как хорошо мы проводим время. Встретимся на кухне, когда закончится кофе. Если завтра мне отключат эту горячую воду, то напоследок хоть бы напьюсь. Плечи бессильно опускаются, когда я остаюсь один. Даже не замечал, сколько напряжения во мне скопилось во время этой болтовни. Я тороплюсь исчезнуть с социального радара, общение должно быть дозированным. Как обычно, я пытаюсь настроиться на работу под звуки офиса и, как обычно, жалею, что не могу на время оглохнуть. Перекладывая бумажек, дело ответственное. Настало время раскрыть весь свой умственный потенциал. А там рабочий день закончится. Что, берем бумагу? У тебя хорошо получается, Егор. Ради этого ты 4 года проучился в Шараге. Что мы делаем? Мы просто должны положить. Не забавлять... А, это и все, что ли? Это как в карме, мы там ставили печать, откладывали бумажки, только мы теперь просто бумажку откладываем на другое место. Так, а подожди, а в чем прикол? Нахрена мы из одной стопки делаем вторую? На обеде ко мне заглядывает Антон. От него я узнаю, что девушку позади меня сократили. По офису распространялись слухи, будто завтра пойдет основная волна увольнений. Да, это плохо. Все гадают о причинах, а мне и так ясно. Начальство догадалось, насколько наше дело бесполезно. Ну, судя по твоей работе, да. Мы же ничего не делаем. Ну, ладно. Нет, это бред. Массового хваления быть не может. Ни серьезной конторы. Такие сначала разбираются в проблеме, а не рубят с плеча. Просто кому-то не повезло. В конце рабочего дня сотрудники, как муравьи, одновременно приходят в движение. Все прощаются друг с другом и уходят. Задерживаться тут не принято. Я жду, пока стихнут голоса. Лучше пожертвовать 5 минутами, зато спокойно уйти в одному. Все это время я тупо смотрю на стол. Странно, Антон еще здесь. Подожди, это все? Весь день прошел, я перекладывал бумажки? Кому-то достанется куча незавершенных дел. Стопка-то увеличилась. Вот что последний в очереди работать сверхурочно. Ой, Егор, удачно я тебя поймал. А ты чего так поздно? Да, расспрашивался ребята из отдела кадров, как они там воды в рот набрали. Плохой знак на фоне слухов о сокращении. Да, я чего хотел. Сегодня утром шеф пробегал. Спросил передать тебе еще паре наших, чтобы завтра к нему зашли.
Я всем сказал, тебе забыл, прости. Утром ничего не предмещало, сам понимаешь. Ладно, зайду. Ну, раз начальство зовет, надо идти. Хорошо, так что ты так спокоен. Другого способа не остается. Другого особо не остается. Болею за тебя. В смысле, может, там ничего страшного и не будет. Шеф ведь подробности не раскрывал. Нет смысла беспокоиться раньше времени. Завтра все узнаем. Да, ты прав. Это удачи, короче, в общем. Давай, пока. Еще ни разу начальство не вызывало меня к себе. Как ни странно, как ни стараюсь, не могу себя убедить, что завтра меня выпишут премию. Хочу домой. Из меня будто выкрутили все гайки, и если хоть немного я задержусь в офисе, то развалюсь на части. Вся дорога от НИИ проходит на автопилоте. Я будто спал на ходу, а когда управление возвращается, обнаружу себя перед продуктовым. Другие названия не прижились. Продукты, ну, как обычно. Выбор там так себе, а заморозка невкусная. Но она близко к дому, надо зайти, а то на кухне осталось только чай с огрызком печенья. Полиция проехала. Было удобно, когда я работал продавцом в другом магазине. Там еда была приличной и действовала скидки для сотрудников, но не в такую погоду строить из себя гурмана. Хотя хочется чего-то особенного, устриц там может. Так, я ведь даже не знаю, как они выглядят. Кажется, путаю их с чем-то другим. Так, у меня 93 монет сразу видно. Жаль, что 5-литрухи убрали с продажи. Так, сегодня на полках изобилие. 0 товаров не 0 товаров, а о товарном соседстве здесь не слышали. Нужно взять самое необходимое, минимум цена, максимум калорий. Сегодня без вкусняшек. Мелочь, на которой я мог бы их купить, растворилась в кармане кондукторши. Что такое отмена? Женщина заказ кричит: Галя, у нас отмена. Это я могу скинуть. Смотрите, есть тушенка. Сколько бы ни ел тушенки, свой жир нарастить не получилось. Берем тушенку. Нужно взять самое необходимое, минимум цена, максимум калорий. Тушенку не берем, что ли? Не уверен, это хлеб или кирпич. Почему колбаса не входит? Не в холодильнике, ладно, пахнет вроде нормально. Макарошки. Подожди, отмена. Вот, берем макарон 24. Берем тушенку. А что это, пиво? Не, пиво мы не берем. Хлеб возьмем. Вот мне умер диетолог. Во мне умер диетолог. Так, сдача 15. Так, пора домой, посмотрю сериал и лягу спать. Сегодня я неплохо поддержался, но мысли о голодной безработице подбираются все ближе. Постараюсь игнорировать их хотя бы до завтра. Все до завтра. Сука, я ведь даже забыл о долгах за коммуналку. А у меня осталось 15 монет. Так, мусор не разгребут до лета. Не понимаю, в чем прикол этих розовых окон. Кстати, я тоже. У меня тоже горят, там в каждой пятиэтажке есть одно такое окно. Чем ближе ночь, тем угрюмее пятиэтажки. Так, всю жизнь я хожу между этими гаражами по дороге, вымощенной осколками разбитых бутылок. До сих пор, пока не знаю никакого из своих соседей, даже лиц их не вспомню. Они будто генерируются случайным образом. В спальном районе тесно, здесь полно людей, но единственное, что объединяет, это общая мусорка. Нужно подумать, я один такой нелюдимый, но нет. Я много вслушиваюсь в молчание подъездов, лестничных клеток и квартир. За жильцов говорят в основном телевизор. Люди настолько далеки друг от друга, что могут не заметить человека в сугробе у себя под носом. Такова жизнь. Когда подпирает, каждый остается наедине со своими проблемами, помощь ждать неоткуда. Что за хрень? Авария на подстанции? Свет отрубило. Снег летит прямо в глаза, лицо обжигает холодом,
Об этой буре писали в газетах. Тут что-то ненормальное. Я небо не вижу. Ненормальное выделено. Надо скорее бежать в подъезд. В глазах вдруг начинает рябить. Они болят, только этого и не хватало. Ветер наваливается со всех сторон, словно пытается меня раздавить. От него не защититься. Еще этот пакет дурацкий, черт. Надо дойти куда-то укрыться. Не вижу домов, ничего. Ничего не чувствую. Меня словно выметает из тела. Пытаюсь кричать, но из-за горла вырывается снежный хруст. Как холодно. Так холодно, что кажется, от меня можно отламывать кусочки. Если ничего не сделать, так ведь можно замерзнуть насмерть. Представляю заголовки газет: неопознанное тело найдено за гаражами. Будет Антону с Валентином что обсудить. Тупая смерть. Хотя не самое страшное. Как-то неправильно, что я так легко об этом думаю. Я пытаюсь собраться с мыслями, но их разгоняет буря. Не понимаю, я все еще устаю или уже валяюсь в сугробе? Больше. Не могу. Что? Кто-то впереди? Здесь человек. Ко мне понемногу возвращается чувствительность. Сила еще дрейфует, как в невесомости, но хотя бы не разваливается. Я пытаюсь сделать шаг вперед, суставы трещатся, освобождаясь от льда. Вот он, смотрите, силуэт стоит красненький. Обернись. Да обернись уже. Почему же люди такие слепые? Всего один рывок, и я спасен. Нет, не уходи. Сволочь. Я кричу вслед, но ветер рвет мои слова и бросает обратно. Догоню. Ветер злится, мечется и кричит что-то на своем свистящем языке. Затем буря заканчивается. Все поглощает тишина, снег лежит плотным сугробом и блестит, как алмазная стружка. Вчера этого не было. Какой-то силуэт появился, и вернули свет. Мы вот играли, вот я до этого сейчас играл в матрешку, там было про SCP. Ну, по мотивам. Тут как будто то же самое. Тоже какая-то буря. Свет как будто и не отключали, просто как бы нам так показалось. В моей руке болтается пакет с продуктами, я про него и забыл. Оглядываюсь вокруг и никого не вижу. Я принял рисунок на стене за человека. В горле неприятно першит, меня пробирает кашель, затем резко накапливается головная боль и тошнота. Ой, а что за... Надо скорее домой, пока меня не вывернуло наизнанку прямо здесь. Даже после экстремального горячего душа меня еще так долго бьет дрожь. Осколки мороза засели где-то внутри. Так вот бы сейчас туда. Бесит. Что это, часы? Я благодарю себя в прошлом, что купил нормальной еды, ужин и горячий чай немного проводит меня в себя. Год начался недавно, но сегодняшний день можно назвать худшим. Износов в заводских объектах. Износов в заводских объемах текут сопли. Я чувствую, как заболеваю. Развожу в кипятке единственный пакетик парацетамола. Больше из лекарств ничего нет, только активированный уголь и марля, пахнущая больничной палатой. Так, синий экран. Пока еще в интернете дешевые аналоги лекарства, на экране всплывает синий экран смерти. Да блять, что такое? Я безумно пытаюсь оживить комп, а температура поднимается еще выше. Все без толку. Я копил на него несколько лет. Это был подарок себе на день рождения. Я заползаю в постель и накрываюсь пледом. Все, мы умерли. Все будет хорошо. Так всегда говорят, но это чушь. Жизнь не изменится, если попросить об этом вслух. Завтра будет как всегда. Скорее всего, завтра будет даже хуже. Все говорит о том, что завтра меня окончательно размажет по стенке. Это никогда не закончится. Снова утро, каким-то образом я до него дожил. А, подожди, я совсем забыл. Я говорил вначале, то, что это как в день сурке. День сурка, еще как в сурке. Что мы постоянно будем просыпаться в одном и том же дне.
за минуту до 7 часов. Даже вроде как и в фильме, там тоже так было. Или там было до 6. Так, снова утро. Пора снимать эту сушь за второй день. Не везде крыша так хорошо чистит. Так, снова утро, каким-то образом я до него дожил. Температура вроде спала, но нос сухой, никаких последствий болезни. Что за чудо зелье было в том пакетике, надо еще прикупить. Знаете, что с часами? Почему они... Комп ожил. Я вскакиваю с постели и бросаюсь к столу. Мне это снится? Охренеть, правда работает. А если не нажимать? Так, я не глядя хлопаю по будильнику, сегодня он меня даже не бесит. Не помню, когда в последний раз день начался так хорошо. Вот бы это продолжалось до разговора с начальством. А если уволят, буду выбивать себе выходные пособия. Хотя покрою долги за коммуналку. Странно, ЖКУ должны были отключить сегодня, но электричество работает. Да ладно, опять? Это я уже вчера... Я же закрыл вчера на щеколду. Это не дом, это ошибка архитектора. Со дня на день он развалится и похоронит меня под обломками. Опа, что такое? Надо делать, я наклонюсь к тумбочке в бардачке среди школьных дневников из старых гантелей, нахожу моток изоленты. Он там мне и нужно, пора закрыть форточку навсегда. Вот так, нет проблемы, с которой не справилась бы старая добрая изолента. Ты что, всю потратил 4 вот этих мотка, вот этих? Но... Ну как же? Ну как же, сука, холодно. Ненавижу зиму. Раз сегодня я такой бодрый, надо прийти на работу пораньше. Раз есть электричество, свет должен включиться без проблем. Логично. Повезло, что в ЖЭКе обо мне забыли. Благодаря этому утро проходит как обычно, только продукты куда-то исчезли. Это мой день рождения, мама пригласила коллег, чтобы мы не праздновали в одиночестве. А, даже так? Да лучше вдвоем праздновать, чем с какими-то левыми людьми. Я обыскиваю кухню, в холодильнике и на полках лежат только вчерашние запасы. Не понимаю, куда я положил остальное. У меня что, только настолько плохо, что память отшибла? Разберусь потом. Сейчас позавтракаю тем, что есть, и вместе сериала читаю новости про долгую ночь. Вечером снова обещают бурю. Валентин ошибся насчет выбросов с завода. Надо было спорить на пиво. Я перехожу с одной ссылки на другую. Меня затягивает. Спустя время бросаю взгляд на часы и вижу, что опять опаздываю. Я напяливаю одежду с быстротой пожарного и вбегаю из квартиры. Мой внутренний аккумулятор почти сел. Утренней бодрости хватит ненадолго. Снова попался почти пустой троллейбус. Я ерзаю в кресле и прокручиваюсь в голове скорую встречу с начальником. Воображаемые переговоры всегда были моей сильной стороной, но в этот раз что не клеится. Так, я уже так посмотрел, мы уже 33 минуты снимаем. Скоро бы финальчик. Твою мать, снова она. Хотя чего бояться, вряд ли меня помнят. Я ведь заплатил за проезд. Дерьмо, а сегодня чем платить? У меня даже мелочи не осталось. Билет? И вам доброе утро. Молодой человек, проезд оплачиваем. Подождите секунду. Ну? Сейчас. Молодой человек, вы тут не один. Если нет денег, то выходите на следующий. В минус 40 у вас нет сердца. Раньше надо было думать, зайцем хотел проехать. Знаю я таких. Давайте я заплачу завтра. Нам уже дважды повезло встретиться. Повезет и третий. Мальчики, тебя в первый раз вижу. А у меня память на лица хорошая. Ну что, за проезд платим или как? Да нет у меня. Стоп, откуда? На, вот и мелочь нашлась. Держи билет. Тьфу, столько времени на тебя потратила. Тучный кондукторша уходит. По следующей остановке ей нужно собрать дань с других пассажиров. Цифры кажутся знакомы. Ну все те же цифры, да, все правильно. На этот раз у меня хоть вышел полноценный разговор.
В куртке валялась мелочь, а я был уверен, что потратил вчера последнее. Мне нравится доставать деньги из воздуха, только хотелось бы знать, в чем секрет. Я обшариваю остальные карманы, затем проверяю кошелек. В нем наличка, потраченная вчера на продукты. Вернее, мне казалось, что я ее потратил. Я вообще ходил вчера в магазин или все придумал? Может, я сразу пошел домой? Это объясняет, куда делись продукты. Их и не было. Мои будни проходят настолько однообразно, что я начинаю в них путаться. Надо сходить в поликлинику, проверить башку. Это хотя бы бесплатно. С другой стороны, что врачи мне скажут? Больше спите, меньше нервничайте, жрите яблоки, станьте яблоком. Сегодня меня уволят, проблем с недосыпом отпадут сами собой. По офису эхом разносится раскатистый чих. Вспыхивают обрывки разговоров, щелкают клавиатуры. Все на своих местах. Дела так никто и не разобрал. Как же бесит корпоративная пропаганда. Тем страннее, что, когда я оглядываюсь, у меня по затылку проходит неприятный холодок. Наверное, принес мороз с улицы. Переобувшись, я первым делом иду в кабинет начальства. Там меня встречает запертая дверь. Свет внутри не горит. Я стучусь. За матовым стеклом никакого движения. Идиотизм. Еще вчера сам просил зайти. Минуту я стою с видом человека, потерявшего... Стою с видом потерявшегося на вокзале. Затем, смирившись, топаю к своему столу. Его, здорово, как ощущение от конца света? Как с похмелья. Второй день нарываюсь на одну и ту же кондукторшу, представляете? Я ему о судьбе мира, а он мне кондукторша. Проснись, дружище, у нас планета сломалась. Да недовитый напор, он еще не осознал масштаб трагедии. Но скоро все поймут, что конец близок, сбросят с себя одежду и пойдут танцевать голыми на столах. Повторяешься, Валь. А? Егор, ты читал новости про долгую ночь и прущуюся на город бурю? Ну да, со вчерашнего дня ничего не изменилось. Со вчерашнего? Со вчерашнего? Вот это да. Егор умеет поглядывать в будущее? А что, похоже, вдруг он вообще шаман и сам бурю вызвал? Я чего-то не понимаю. Ладно, парни, смех смехом, а начальство наше, правда, переполошилось. Говорят, датчики в ней зашкаливают, из-за этого устроили срочное собрание. Завтра кажется, что всему виной выбросы завода. Ставлю пиво. Кстати, о пиве. Приглашаю вас завтра. Стоп, сейчас вы скажете про бар, да? Что мы поступим как англичане. Типа у них принято кутить по четвергам. Ого, как ты про это знаешь? У меня что, кажется, друзья в Англии? У тебя что, тоже друзья в Англии? Нет, просто ты говорил об этом вчера. Вы меня разыгрываете? Мы слишком хорошо для таких низкоподобных приколов. Я хотел предложить выпить пиво. А завтра как раз четверг. Сегодня четверг. Кому-то стоит заглянуть в календарь. Да какого, Антон? А что насчет шефа? Ты говорил про него зайти. Ты просил меня зайти к нему в кабинет. А, вот дерьмо, точно. Он тут пробегал полчаса назад и, ну да, просил тебя зайти к нему завтра. А сейчас он где? Ушел на собрание с другими шишками. Вижу, вы хорошо подготовились. Это ведь розыгрыш, да? Вы даже реплики вы заучили. Ек, ты это нормально себя чувствуешь? Лично мне не до розыгрышей. Так, давайте расходимся. Поработаем хотя бы для пида. А то вдруг начальство вернется. Верно говоришь, Валь. Егор, с тобой мы на обеде сходим в магазин. Проветримся. Тебе вытряхнуться, братец. Братец. Ну да. Да не выспался он, вот и дни перепутал. Антон и Валентин расходятся по своим конторкам, а мои ноги будто прибили к полу. Какой сегодня день? Я готов поверить, что забыл про один поход в магазин. Но не могли же из головы вылететь целые сутки. Да и как я тогда мог принять разговор в баре? Помнить разговор о баре? А ведь еще почта сегодня ящики опять накидали рекламы из счетов. Все то же самое, что и вчера. Мне точно нужно к врачу. Бывают же нервные переутомления или вроде того. Кажется, это оно. Все из-за стресса. Надо отвлечься. Не зацикливаться на проблеме, а
а сесть и поработать прямо сейчас. Отлично, мои любимые бумажки помогают отключить голову. Переберу все, и тогда день закончится. Бумага еще теплая после принтера и такая острая, как чтобы об нее можно порезаться. Я провожу пальцами по тексту, чернила выскли, следов на коже не остается. Принтеры в ней дорогие и качественные, как, впрочем, и все остальное. Я осматриваюсь каждый документ. По большей части в них бессмысленная или просто непонятная мне мутатень. Но если напрячь извилины, начинает казаться, что именно эти бумаги я перекладывал вчера. Или нет. Через меня каждый день проходит тонна макулатуры. Я никогда в нее не вчитывался. На обеде ко мне заглядывает Антон. От него я узнаю, что девушку позади меня сократили. По офису распространяются слухи, будто завтра пойдет основная волна увольнений. Все это уже было? Все это уже было? Я замираю. Уставшись на стол, у меня дрожат руки. Почему люди ведут себя так, словно это происходит впервые? В горле пересыхает, я делаю глоток оставшегося кофе и выплевываю обратно в кружку. Кислятина. Откашливаюсь, пытаюсь ослабить галстук. Не могу понять, то ли мне хочется перевернуть стол, то ли мне спрятаться под него. Что делать? Понятия не имею, но здесь нельзя оставаться. Вокруг одни психи, я хочу от них уйти. Нахрен все это? Он даже не доработал. Блин, я уже устал читать, мне в горле уже все пересохло. Ну, история интересная, пока что ничего не понятное. Вот, наверное, из-за этой бури как раз, который там силуэт был, начался зацикленный день. Нам просто не повезло. Я выбегаю из офиса, схватив только куртку. Антон что-то кричит мне вслед, но я не слушаю. В хлипкие ботинки набивается снег. Автобус, как назло, не едет, придется потерпеть. Надеюсь, во мне еще действует вчерашний чудо-пакет. Всю дорогу я оглядываюсь, зачем-то проверяю, не идет ли кто-то следом. Но меня провожают только горящие окна домов. За ними в теплой квартире сидят пенсионеры, школьники, студенты и другие безработные. Я мечтаю, чтобы кто-нибудь выглянул наружу и крикнул, что я в своем уме. Но вокруг ни души. Дома полны людей, а у меня в голове не все дома. Полиция. Сержант Копылов. Проверка документов. Молодой человек, подойдите сюда. Милиционер ловит мой взгляд. Кажется, он ждет, что я вот-вот брошусь на утек. Будьте добры, ваш паспорт. Не ношу с собой. Что-то не так? Обычная проверка. У вас есть документы, подтверждающие личность? Есть рабочий пропуск, у него моя фотография. Нате, держите. Лицо милиционера сохраняет каменное выражение. Посмотрим, значит, работаете в ней? Кем? Там же написано, делопроизводитель. Рабочий день еще не закончился. Почему вы не на своем месте? Я иду домой. Вчера разболелся, а сегодня решил уйти с работы пораньше. По-моему, не сказал, что вы больны. Могу я все-таки узнать, почему меня остановили? Егор Федорович, вы часто оборачивались, пока шли? А еще я вижу, вы сильно нервничаете. Я не наркоман. Это тоже из-за болезни? Если я скажу правду, меня заберут и увезут в дурку. Если отмажусь, я буду наркоманом. И меня заберут и увезут только уже в милицию. Давайте скажем правду, посмотрим, что будет. Ладно, хотите правду? Уже вторые сутки я проживаю один и тот же день. Люди повторяют то, что говорили вчера. События идут по кругу. А я все это уже видел.
И вчера вас тоже останавливала по милиции? Нет, вчера все было нормально, а сегодня какой-то пиздец. Егор Федорович, вы употребляете алкоголь или запрещенные вещества? Что? Нет, конечно нет. Странно, это могло бы многое объяснить. Милиционер долго молчит и сверлит меня взглядом. У меня уже совершенно по барабану. Стоило сказать обо всем вслух, как на душе полегчало. А еще мне еще так окоченели ноги, что я готов к чему угодно, лишь бы сдвинуться с места. С хмурой физиономией милиционер сует мне обратно пропуск. Вы свободны, нет причин вас задерживать. А че так вдруг? Ему как будто все говорят, что они вне сурка. И он типа такой, ладно, иди. Но позвольте тоже скажу честно, ваше поведение кажется подозрительным. Надеюсь, я не пожалею о своем решении. Я просто хочу домой. Тогда лучше дождитесь автобуса. Синоптики сообщают бурю, на улицах может быть опасно. Раз такой умный, мог бы и до дома подбросить. Едва милицейская машина отъезжает, меня захлестывают мысли. Я представляю себя сидящим в наручниках на деревянной скамье, а компанию мне составляют алкаши и отморозки. Хотя не лучше, если бы меня забрали. Надо было самому об этом попросить. Я ведь явно не в себе. Что лучше, сходить сама в одиночестве или отдать себя в распоряжение хрен знает кому? Автобуса так и не видно, ноги отваливаются уже. Ноги отвалятся его ждать. Я уже все. Я уже не вижу текст. Остаток пути я стараюсь не оборачиваться. Он дошел спокойно до дома? Я думал, будет повторяться каждый раз в буре. Я запираю замок на входной двери. Дом. Я дома. Здесь моя крепость. Здесь все должно быть нормально. По пути больше ничего странного не случилось. И никто меня не преследовал. Зря я параноил. Вот отлично. Свежий воздух пошел мне на пользу. Теперь можно сесть спокойно все. Нет, не может быть. Это какая-то шутка. Что-то гребаная шутка. Другого объяснения быть не может. Надо смотреть в глазок. Никого. Какой-то силуэт был. Меня никто не предупреждает. Все это не преследует. Все это только кажется. Я никому не сдался. Уж тем более не ради шутки. Но прежде чем я себя успокаиваю, в голову стучится очередная навязчивая мысль. Что если опасность все-таки есть? Но не снаружи, а внутри? Что если кто-то уже проник в мою квартиру? Я вооружаюсь железной ложкой для обуви и бегу повсюду включать свет. Моя паника похожа на торнадо. Она раскручивается, заглядывая меня, затягивая меня внутрь, и ее никак не остановить. Разумеется, квартира оказывается пустой. Единственная опасность здесь — это только я. Я падаю на пол в гостиной и закрываю лицо руками. Что-то происходит. Что-то происходит со мной, чего я не понимаю. Что это? Я схожу с ума, мне страшно. Я так больше не могу, застрял, хватит. Ну и все повторяется. Мне страшно. Почему я? Я тону в собственных беспорядочных мыслях. Они гудят в голове, как многокилометровая пробка из машин. От этого шума едет крыша. Легкие будто уменьшаются в объеме. Я задыхаюсь и в этом хаосе явно представляю свой конец. Так продолжается, пока я не разливаю свист ветра. Не различаю свист ветра. Я сосредотачиваюсь на нем. Постепенно ветер заглушает мысли. Бурный поток подхватывает меня и уносит куда-то далеко. Туда, где меня никто не достанет. Конец демо-версии. Очень прикольно, задумка интересная. Игра выйдет в этом году. Вроде как. Даже вроде осенью. Или как раз зимой выйдет. Не в начале зимы. Непонятно. Но если вам тоже видео понравилось, то ссылка на другие демки будет в описании с плейлистом. Если вам... Так. Плейлист в описании. А вы пока подписывайтесь на канал, на паблик, на инстаграм, комментируйте, ставьте лайки, не забывайте про колокольчик. А с вами был Андрей, мы увидимся с вами в следующих
будет длиться вечно. Из дня сурка мы не выйдем. А с вами был Андрей. Увидимся мы с вами в следующих видео, ребятушки. Всем пока.